Всем привет, ребята! Сегодня я решила высказать вам свое мнение касаемо нового альбома отцов металкора Ezali Diane. Последний альбом Ezali Diane был выпущен в 2012 году. После этого группа была вынуждена остановить свою творческую деятельность. Но, к счастью, они в буквальном смысле переродились и вернулись к нам с новым материалом. Итак, альбом Shaped by Fire состоит из 12 треков общей продолжительностью 44 минуты. Альбом начинается с эпичного интро, на котором мы можем услышать продолжительное сердцебиение, нарастающую музыку. Также мы слышим на фоне голос Тима и Джоша, который также нарастает, и они поют: сможем ли мы когда-нибудь убежать, сможем ли мы когда-нибудь измениться. С помощью этого интро ребята задают очень бодрое настроение, полное, знаете, какой-то надежды. И как же я все-таки обожаю, когда присутствует интро. Далее интро перетекает во второй трек, который называется Blinded, и который также является четвертым синглом. Вообще, если говорить о смысловой нагрузке альбома, то он несет в себе переживания лирического героя из-за прошлых ошибок. Ну и в данном случае, как мы понимаем, лирический герой — это Тим Ламбезис. Здесь буквально каждый трек пропитан болью и сожалением. Blinded — это типичный Ezali Diane-овский трек. Я обожаю эти мощные атаки в куплетах и нежно сглаживающие эту брутальность вокальной партии Джоша. Ну и также мы слышим здесь типичные соло и брейкдауны. Кстати, на эту песню парни выпустили клип. Клип достаточно посредственный, как и все остальные у Ezali Diane, но в нем есть классный плюс, а именно то, что там участвовали фанаты. И уровень тестостерона там определенно зашкаливает. Далее мы переходим к третьему треку, который также является третьим синглом, и называется он Shaped by Fire. На этом треке я остановлюсь подробнее, потому что, во-первых, это мой любимый сингл, а во-вторых, в честь этого трека назван альбом, и это не просто так. Трек повествует о том, что, как правило, мы знаем о наших проблемах внутренних и о том, что они в скором времени могут превратиться в подводные камни, но мы решаем не обращать на них внимания, не сталкиваться с этими проблемами, и в итоге они втягивают нас и выходят из-под контроля. Пример Тима — это крайний пример, и он говорит учиться на его ошибках и решать проблемы, пока они все еще находятся внутри нас, и мы можем их решить относительно легко. Тим комментирует название Shaped by Fire, то есть формирование огнем, как процесс, который необходим нам, приводит также параллель с железом, который нужно выковать, прежде чем оно приобретет какую-то форму и станет из себя что-то представлять. Это далеко не приятный процесс, и он описывает боль как необходимость для перерождения. Тим понял, что этот болезненный процесс также очень полезен, потому что ты можешь оглянуться назад на свою жизнь, понять все свои ошибки и просто отпустить то, что для тебя совершенно не представляет ценности. Если описывать музыкальную составляющую, то опять-таки это крутые соло, бодрые ударные, охеренный гроул Ламбезис и как бы высокий вокал с надрывом Джоша. У меня просто мурашки по телу, когда Джош открывает свой рот и начинает завывать «We are reborn through pain», и я просто такая: господи, как это хорошо. Лично меня этот трек очень воодушевляет. Также на эту песню есть клип. Как по мне, он является лучшим из 4 представленных. Так что, если вы не видели, обязательно посмотрите. Еще у меня есть реакция, так что, если вам интересно, ссылочка будет в описании. Далее мы переходим к 4-му треку, который без прелюдий начинается сразу с ора Тима. Ребята просто нашли идеальную структуру, если можно так выразиться, для своих треков. Выточили их определенное фирменное звучание и пользуются этим спокойно, вдохновляясь параллельно другими жанрами. Честно, я уже готова назвать Джоша своим любимым вокалистом, потому что каждый раз, когда он открывает рот, у меня просто вся душа наизнанку переворачивается. Пока я слушала первые 4 трека, мне очень хотелось наконец услышать какое-то невероятное соло, от которого у меня крышу снесет. Я знаю, что Ezali Diane могут, и я жду.
Далее идет пятый трек Turn Between. Этот трек, в отличие от предыдущего, встречает нас довольно нежным и чувственным вокалом Джоша, и кажется, что, возможно, сейчас будет что-то более спокойное и лиричное, но нарастающая по громкости мелодия говорит нам о том, что ни хрена подобного, сейчас будет разнос, готовься. И так оно и есть, 25 секунды, врывается Тим и как бы понеслась и поехала. Мне очень нравится, как в этот трек добавили такой чувственный вокал, и он очень хорошо обволакивает этот вот брутальный вокал Тима. И получается такая классная, крутая смесь. Блин, но если Джош придумывает сам вокальные партии еще, то он вообще красавчик просто. Очень сложно делать обзор альбома, когда весь альбом это как будто бы один сплошной трек, и ты как бы вроде описываешь определенный трек, но это описание подходит и под другой трек. И ты такой, ну, что сказать. ЗБС. Теперь давайте перейдем к шестому треку, который называется Gatekeeper. Ну, шестой трек меня удивил, это прямо heavy-heavy. Тут как бы просто грех не пойти слэмиться, потому что ну, это очень жирненько. А еще мне слышится здесь black metal. Либо я сошла с ума, либо тут реально как бы ребята вдохновлялись, ну, блэком. Скажите мне, слышите ли вы здесь блэк? Или это я одна такая ненормальная? И да, соло. Соло, которое я ждала. Здесь оно просто какое-то безумное, сумасшедшее, и ты, когда его слушаешь, у тебя вот так вот. Я не знаю, как это описать словами, но взглядом можно описать это так. В этом треке, кстати, даже нет чистого вокала, тут тупо мясо, и это вполне обосновано лирикой. Так как этот трек направлен на хейтеров, которые по своей сути ничего из себя не представляют, но получают удовольствие, когда видят чужую боль и провоцируют эту самую боль. Далее идет седьмой трек The Wreckage. Здесь опять-таки, как и в пятом треке, нас встречает очень нежный вокал Джоша, и кажется, что, ну, может быть, здесь будет какая-то спокойненькая песенка, но ни хрена подобного, как бы с 30 секунды Тим, как обычно, врывается с ноги просто. И начинается то, что мы любим в Azalea Dyne, и, в принципе, в металкоре. Если говорить о лирике, то тут опять-таки ничего нового. Кратко «борись или умри». Но конкретно в этом тексте используется очень много сравнительных метафор, и текст благодаря этому звучит очень красиво, и музыка так еще классно обрамляет. Далее идет восьмой трек «My Own Grave», на котором мы опять-таки остановимся чуть подробнее. Скажу честно, что в Azalea Dyne я влюбилась именно с этого трека, когда в 2018 году случайно его где-то услышала. Когда у Azalea Dyne был самый пик, я слушала в то время совершенно другую музыку и пропустила, можно сказать, все веселье, поэтому наткнулась я на них только в 2018 году с синглом My Own Grave. Но открыв для себя Azalea Dyne, я как корщик, как любят говорить трушные металлисты, просто прозрела. Трек начинается с приглушенных пронзительных криков Тима, который как бы пытается докричаться до кого-то прямиком из могилы. Я подобрала такое сравнение, потому что, ну, название, да, My Own Grave. Все. Лирика в этом треке кажется вот действительно очень личной для Тима. Она описывает то, что он пережил за последние несколько лет, и этот трек его способ извиниться. Если кто-то вдруг не в курсе об истории Тима, то вы можете как бы загуглить Тим Ламбезис и так далее. Я не буду особенно в это углубляться, потому что сегодня у нас больше обзор альбома, а не жизни кого-то из участников. Кстати, на ютубе есть классный видос, где ребята сидят за общим столом, и они обсуждают вот этот момент, когда они воссоединялись, как они сходились заново и находили между собой общий язык. Конкретно этот трек был выпущен на лейбле Metal Blade. Далее ребята сменили лейбл на Nuclear Blast. И да, этот трек был таким хорошим заявлением в 2018 году. Ребята мощнейше ворвались в мир металкора снова. Далее мы переходим к девятому треку Take What's Left. Этот трек мне очень напоминает The Sound of Truth,
из альбома The Ocean Between Us. И вообще он более приближен к тому, что ребята делали ранее. Опять-таки скажу, что это классный трек, и я обращусь к лирике и скажу вам, что герой лирический. Я как будто анализирую стихотворение. Лирический герой поет о том, что он потерял абсолютно все, что у него было. У него было куча возможностей. Жизнь давала ему прекрасные подарки, но он все это профукал, и сейчас ему приходится иметь дело с тем, что осталось, и просто строить свою жизнь с чистого листа. Ну, как бы, по сути, в каждом треке одна и та же идея и один и тот же посыл. Далее мы переходим также к одному из моих любимых треков Redefined. Кстати, этот трек говорит о том, что у нас у всех есть эти внутренние проблемы, и мы пытаемся бежать от самих себя, и в попытках убежать от себя мы убегаем и от близких и дорогих нам людей, которые пытаются помочь. И как бы клип, кстати говоря, очень хорошо показывает и демонстрирует это. Если говорить о клипах, то ребята особо не выделяются клипами абсолютно, как бы достаточно посредственные работы, но ничего плохого сказать в то же самое время не могу. Далее мы переходим к 11-му треку Only After We've Fallen. Конкретно здесь мне очень нравятся гитары, но опять-таки ничего особенного по поводу этого трека я сказать не могу. Это Zali Dine. И вот мы добрались до завершающего трека The Toll It Takes. Он начинается со спокойной мелодии, которая как бы демонстрирует нам, что лирический герой вроде бы успокоился, нашел умиротворение, но он все равно продолжает бороться и идти вперед. Вообще весь альбом пропитан надеждой, ребята сами комментируют этот альбом так. Они хотят показать людям, что у каждого есть надежда, что через любое дерьмо можно пробраться и идти вперед, что все можно в этой жизни преодолеть, и всегда найдется выход и решение. Да, будет больно, да, будет сложно, но ты с этим справишься. Ну что ж, давайте теперь подытожим. Мне понравился альбом? Понравился? Этот альбом очень сильный. Для меня он будет одним из лучших в 2019 году, это определенно. Лично я для себя не услышала ни одного проходного трека. Здесь нет ничего лишнего, на протяжении альбома я находилась в фокусе и не засыпала, как это бывает частенько. Я, скорее всего, буду переслушивать этот альбом целиком и каждый трек открывать для себя по новой. Ребята не стали, как многие группы, отдаляться от самих себя и экстремально экспериментировать. Они просто выточили свою определенную форму и прекрасно знают, что для них работает. Честно скажу, что когда я только послушала альбом, я просто сидела и такая: а как я буду делать обзор? Потому что, в принципе, ощущение возникает после первого прослушивания, как будто это один сплошной трек. И по идее, то есть по лирике, и по музыкальной составляющей. Вы знаете, весь альбом, он как бы такой ровный и стабильный. И я не знаю, хорошо это или плохо. После первого прослушивания возникает такое ощущение, как будто все треки в какой-то степени очень похожи. И это вполне логично, потому что они похожи структурой, они все по сути своей одинаковые, просто другие соло, другие там рифы, где-то есть бластбиты, где-то их нет, где-то есть чистый вокал, где-то его нет, где-то он более нежный, где-то он более резкий, очень эмоциональный, где-то он более спокойный, то есть это как бы типичный Zali Dine. В общем, ребят, не знаю, возможно, это был такой немножко сумбурный обзор, потому что я сделала большой акцент на лирику, так как музыкальная часть, ну, как вы уже поняли, она ничем особо не отличается, ничем особо не выделяется, и это просто классные Zali Dine, такие, какие они есть. Кстати, если вы хотите узнать подробнее о том, как создавался альбом и увидеть какие-то закулисные моменты интересные, то я оставлю ссылочку внизу в описании на их мини-видосы.
Мне было очень интересно посмотреть, я думаю, вы найдете что-то для себя, если вам вообще интересно, в принципе, группа Изал и Дайн. Также 24 и 25 сентября они выступают в Питере и в Москве, так что это уже очень скоро. Покупайте билеты, если у вас есть возможности, если они еще остались, и не упустите эту возможность посетить их концерт, потому что я уверена, что они просто будут взрывать. Я лох, я пропускаю. А вы, надеюсь, не такой лох, как я. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, напишите внизу в комментариях, любите ли вы Изал и Дайн, слышали вы ли этот альбом и понравился ли он вам. Также подписывайтесь на мой Patreon, он появился у меня совсем недавно, и скоро там будет много всякого эксклюзивчика. Спасибо за просмотр, пока!